Всем привет! Меня зовут Марина, и вы на моем канале по вязанию. На мне такой снуд-уголок, манишка, по-разному называют его, и я приглашаю вместе со мной связать такой аксессуар. Вязала я снуд вот из такой пряжи. Это концепт by Katya Cotton Merino, цвет 139. И у меня на вязание такого снуда ушло 2 мотка. Один моток это 50 грамм и в нем 105 метров. То есть получается расход 100 грамм и 210 метров, если вы будете вязать из другой пряжи. Для вязания такого снуда манишки понадобится 3 размера спиц. У меня спицы разъемные, укороченные 10 сантиметров. И понадобится 3 размера. Это 3 миллиметра, 3,5 миллиметра и 4,5 миллиметра. Также 3 размера лески. Это 22 сантиметра, 37 сантиметров и 57 сантиметров. Также понадобятся ножницы, маркер. Ну и в принципе все. Давайте приступать к вязанию. Начинаем вязать со спиц 3,5 и длина от кончика до кончика 40 сантиметров. И обычным способом набираем 97 петель. Набрали нужное количество петель, теперь замыкаем вязание круг. Нить от клубка сверху перебрасываем с левой спицы на правую, а с правой просто сбрасываем. Так, чтобы у нас красивый наборный край шел с лицевой стороны, и так как наш снуд уголок будет с отворотом, то я вязание переворачиваю. Так, здесь у нас хвостик, и здесь нить от клубка снизу получилась. И так, вот эту петельку переброшу, подтягиваем петли, ставим маркер и далее вяжем резинкой 1 на 1, 1 лицевая, 1 изнаночная за переднюю стенку, 1 лицевая, 1 изнаночная, лицевая, изнаночная. И так продолжаем вязать до маркера. Провязали до маркера, далее второй ряд и последующие вяжем следующим образом. Лицевую так же, как и провязывали в первом ряду, а изнаночную провязываем за заднюю стенку. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом вяжем на необходимую нам высоту. Я провязала 45 рядов. Если смотреть в сантиметрах, то это получается 13 сантиметров. Прибавки будем делать в изнаночных петлях. Нам понадобится 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Итак, лицевая провязываем, как и вязали. Далее у нас идет изнаночная. И вот и не из этой петли у нас прибавка будет, а вот поднимем вот эту перемычку. Поднимаем и одеваем на левую спицу вот таким вот образом. И провязываем эту петлю изнаночной за переднюю стенку. Вторую изнаночную, которая у нас и была на спицах, мы ее провязываем за заднюю стенку. Далее лицевая,
снова повторяем. Поднимаем перемычку на левую спицу, изнаночная за переднюю стенку, изнаночная за заднюю стенку. Снова лицевая, поднимаем, изнаночная за переднюю стенку, изнаночная за заднюю стенку. И 4-й раз. Поднимаем, изнаночная за переднюю стенку и изнаночная за заднюю стенку. Провязали. Далее до маркера вяжем попеременно. Одна лицевая, одна изнаночная, так же как мы и вязали в предыдущих рядах. Довязали до маркера. Следующий ряд вяжем по рисунку. Где у нас лицевая, провязываем лицевую, где изнаночная, провязываем изнаночные. То есть после лицевой мы провязываем 2 изнаночные. Здесь снова лицевая, 2 изнаночные. И изнаночные провязываем за задние стенки. Лицевая, 2 изнаночные. Лицевая, 2 изнаночные. И далее попеременно лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И так вяжем до маркера. Довязали до маркера, и следующий ряд снова мы будем делать прибавки. Провязываем лицевую, далее поднимаем из перемычки петлю и провязываем ее изнаночной за переднюю стенку. Последующие 2 изнаночные за заднюю стенку. Далее снова лицевая, поднимаем петлю, провязываем изнаночной за переднюю стенку, 2 последующие за заднюю стенку изнаночной. Следующая лицевая, снова поднимаем, провязываем изнаночной за переднюю стенку, далее изнаночные 2 за заднюю стенку. Снова лицевая, далее поднимаем петлю, провязываем изнаночные за переднюю стенку, 2 последующие за заднюю стенку. Далее чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночные. И так вяжем чередованием до маркера. Довязали до маркера. В этом ряду прибавки мы делать не будем и будем вязать по узору. У нас идет лицевая, далее 3 изнаночные и провязываем за задние стенки. 2, 3. Лицевая, 3 изнаночные. Лицевая, 3 изнаночные, лицевая, 3 изнаночные. И далее вяжем чередованием лицевой и изнаночной петли. И такое чередование продолжаем до маркера. Довязали до маркера, и в этом ряду снова делаем прибавки. Провязываем лицевую, снова поднимаем петлю и провязываем изнаночный за переднюю стенку. 3 последующие изнаночные провязываем за задние стенки. Лицевая, поднимаем, провязываем изнаночную за переднюю стенку, 3 последующие за заднюю стенку. Снова лицевая, поднимаем, провязываем изнаночную за переднюю стенку, 3 последующие за заднюю стенку. Лицевая,
поднимаем, провязываем изнаночную за переднюю стенку, 3 последующие за заднюю стенку. И далее вяжем чередованием лицевой и изнаночной петли. И так вяжем до маркера. Довязали до маркера, перебрасываю, и в этом ряду вяжем по узору. Лицевая, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Их провязываем за задние стенки. Лицевая, 4 изнаночные. Лицевая, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Следующая лицевая, 4 изнаночные. 1, 2, 3, 4. Далее вяжем чередованием лицевой и изнаночной петли. И такое чередование провязываем до маркера. И в следующем ряду снова будем делать прибавки. Дошли до маркера. Провязываем лицевую и делаем прибавку. Снова поднимаем петлю. Изнаночная провязываем за переднюю стенку. Последующие 4 изнаночные за заднюю стенку. Снова лицевая, поднимаем петлю, провязываем изнаночной за переднюю стенку и 4 за заднюю стенку. Далее лицевая, поднимаем, провязываем изнаночную за переднюю стенку, последующие 4 за заднюю стенку. И последняя прибавка. Поднимаем, провязываем изнаночную за переднюю стенку, последующие 4 за заднюю. Далее 1 лицевая, 1 изнаночная, 1 лицевая, 1 изнаночная. И таким чередованием продолжаем вязать до маркера. Дошли до маркера, перебрасываем, и в этом ряду прибавки мы делать не будем. И вяжем по узору. Лицевая, 5 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5. 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 И далее вяжем чередованием лицевых и изнаночных петель и вяжем так до маркера. Следующий ряд будет ряд с прибавками. Довязали до маркера, перебрасываем, провязываем лицевую, далее делаем прибавку. Снова накидываем на левую спицу, провязываем изнаночную за переднюю стенку и 5 последующих изнаночных провязываем за заднюю стенку. 1, 2, 3,
4, 5. Далее лицевая, прибавка, изнаночную провязываем за переднюю стенку и 5 последующих изнаночных за заднюю стенку. Далее лицевая, прибавка, изнаночную провязываем за переднюю стенку и 5 последующих изнаночных за заднюю стенку. Далее снова лицевая, прибавка, провязываем изнаночные за переднюю стенку, 5 последующих за заднюю стенку. 1, 2, 3, 4, 5. Далее чередуем лицевую и изнаночную. И таким чередованием вяжем до маркера. Довязали до маркера, и в этом ряду мы прибавки делать не будем, а вяжем по узору. Лицевая, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее лицевая, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Снова лицевая, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая, 6 изнаночных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Провязали. Далее нам понадобится крючок и любого цвета дополнительная нить. Так, возьмем вот эту одну изнаночную петлю и вернем ее на левую спицу. Далее перевернем вязание, и все петли мы перенесем на дополнительную нить. Я возьму сначала все петли, перенесу на крючок. Переносим и до маркера не доходим одну петлю. То есть вот эту одну петлю нам нужно оставить. И переносим. Я петли перенесла на крючок. Удобнее всего брать вот такого плана крючок. И вот одна петля у меня здесь осталась. Теперь дополнительную нить продеваю через все петли. Так, есть. И теперь можем завязать, чтобы петли у нас не убежали. Так, маркер можем снять. Он теперь нам пока не понадобится. И далее. Вот наша рабочая нить. Так. Вот у нас изнаночная. Мы ее переносим на правую спицу и далее все петли провязываем лицевыми.
Там, где у нас лицевая была, за переднюю стенку, а там, где изнаночная, лицевую провязываем за заднюю стенку. Лицевая за переднюю стенку, здесь лицевая за заднюю стенку. И таким образом до конца ряда все петли провязываем лицевыми. Доходим до конца ряда. Здесь лицевые, и последнюю петлю разворачиваю. Она у нас здесь изнаночная. И провязываю ее изнаночной петлей. То есть на лицевой стороне первую мы снимаем, не провязывая, и последнюю всегда будем провязывать изнаночной. Далее переворачиваем. Это у нас изнаночная сторона. Здесь первую петлю мы снимаем, не провязывая, и все оставшиеся до конца ряда, в том числе и последнюю петлю, мы провязываем изнаночной. Резинку мы вязали на спицах 3,5 мм. Далее переходим на вязание основной части, и здесь у нас уже начинаются убавки. И вязать основную часть, и чтобы полотно у нас получилось такое более мягкое, струящееся, для этого я буду использовать спицы большего диаметра. На этикетке производитель пряжи рекомендует использовать спицы 4,5-5 мм. Если это по американскому размеру, то это 7 и 8. Но я посмотрела, что пятерка может быть даже слишком будет крупная для этой пряжи. Поэтому я буду использовать спицы 4,5 мм. То есть получается, что резинку мы вязали на спицах 3,5, а основное полотно будем вязать на спицах 4,5. Теперь я меняю диаметр спиц и также буду использовать две разные лески. То есть у меня на этой стороне будет одна спица и леска, и также будет использоваться вторая спица со стопером и леска. Вот так теперь это выглядит. Вот стопер, спица 4,5. Здесь у меня леска 40 сантиметров осталась, и здесь леска длиннее и спица 4,5 миллиметра. И на конце стопер. Так, далее мы приступаем к убавкам. И убавки мы будем делать всегда на лицевой стороне. Итак, первую снимаем, не провязывая. Далее провязываем одну лицевую, и следующие две я провязываю вместе лицевой. До конца ряда вяжем лицевыми и оставляем на спице 3 петли. Оставляем в конце не 3, а 4 петли. У этих двух петель мы меняем направление. Возвращаем на левую спицу и провязываем их вместе лицевой. Далее лицевая и изнаночная. Переворачиваем вязание. И на изнаночной стороне мы убавки не делаем. Первую снимаем, не провязывая, и оставшиеся петли до конца ряда провязываем изнаночными, в том числе и последнюю, ее мы тоже провязываем изнаночной петлей. Снова лицевой ряд. Первую мы снимаем, не провязывая, далее одна лицевая и 2 вместе провязываем лицевой. То есть вот наши убавки, которые мы делаем в каждом лицевом ряду. Это наша убавка в начале ряда. Далее вяжем лицевые петли и вяжем до тех пор, пока на спице не останется 4 петли. На спице осталось 4 петли.
У 2 петель я меняю направление и провязываем их 2 вместе лицевой. Вот таким вот образом. Далее 1 лицевая и последнюю провязываем изнаночной. Переворачиваем. Изнаночная сторона. Первую снимаем, не провязываем. Далее все петли, в том числе и последнюю, провязываем изнаночными. Далее лицевая сторона. Первую снимаем, не провязывая. Далее 1 лицевая и 2 провязываем вместе лицевой. Так, вяжем до конца лицевыми, пока на спицах не останется 4 петли. Подошли к концу ряда, остается 4 петли. У 2 петель меняем направление, провязываем их вместе лицевой, далее лицевая и последняя изнаночная. Далее разворачиваем вязание, вяжем изнаночную сторону и переходим снова на лицевую, где мы снова будем делать убавки. И вяжем до тех пор, пока на спицах у нас не останется 7 петель. И далее первую снимаем, не провязывая. Далее лицевая. Затем следующую лицевую, не провязывая, переносим на правую спицу. У 2 петель меняем направление. Переносим их на левую спицу, провязываем вместе лицевой и сбрасываем лицевую, которую мы переносили на правую спицу и не провязывали. Вот таким вот образом. Предпоследняя лицевая и последняя изнаночная. Вот таким вот образом у нас должно получиться. И далее мы приступаем к обвязыванию нашей манишки. И обвязывать будем резинкой 1 на 1. Сейчас мы будем набирать петли. И перед тем, как набирать петли, я поменяю спицу 4,5 мм на спицы диаметром 3 мм. И длина от кончика до кончика, это опять же таки круговые спицы, и длина от кончика до кончика будет 75 сантиметров. И далее мы будем поднимать петли. Поворачиваем и смотрим, что здесь у нас идет косичка. 1, 2, 3. И мы будем захватывать вот всю вот эту косичку. Следующая. Смотрим с этой стороны. Вот у нас здесь первая петля есть. Далее следующую петлю мы также будем набирать и в косичку, и в соединении между косичками. Если вот мы немножко так приоткроем, то смотрим, что у нас есть здесь соединение этих косичек. Вот, то есть первую петлю мы набираем из соединения, следующую из косички. Следующая у нас идет из соединения, следующая из косички. И так попеременно из соединения, из всей косички. Соединение из косички. И так далее. Мы поднимаем все петли на этом уголке и поднимаем до тех пор, где у нас было прибавление петель. Вот до этого места.
Подходим уже к месту, там, где мы делали прибавки. Так, у нас петля поднята из соединения. Далее захватываем косичку. Так, следующее место соединения косичек. Далее косичка. Так, следующее место соединения косичек. Далее косичка. Еще место соединения и косичка. Все. Есть. Теперь переворачиваем вязание вот таким вот образом. Развязываем нашу дополнительную нить. И теперь все петли, получается, по направлению к нити основной мы переносим на крючок. Далее мы провязываем петли с крючка. Смотрим, у нас до лицевой петли провязано 5 изнаночных. Оставляем так, как есть, и по узору провязываем 5 изнаночных. Изнаночные за задние стенки. 1, 2, 3, 4, 5. Далее провязываем лицевую за переднюю стенку. Далее смотрим, у нас идет 6 изнаночных. Мы прибавим еще одну изнаночную, и тем самым, когда мы перейдем на провязывание резинки 1 на 1, у нас получится симметрия, то есть лицевая, дополнительно мы провяжем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Поднимаем петлю, так мы уже делали, и провязываем изнаночный за переднюю стенку. Далее оставшиеся провязываем изнаночными за заднюю стенку. Далее лицевая, поднимаем петлю, провязываем ее изнаночной за переднюю стенку и оставшиеся изнаночные за заднюю стенку. Следующая лицевая. И здесь у нас все правильно. 5 изнаночных. Прибавки не делаем и провязываем 5 изнаночных. Так, есть. Вот так у нас получается. И теперь начинаем поднимать петли с этой стороны. Смотрим, чтобы у нас нигде не было
дырочки в итоге и начинаем поднимать вот с этого места. Так, возьмем сразу из косички, далее из соединения, следующее из косички петлю, следующее из соединения. И так вяжем до конца, там, где у нас идет леска. Доходим до конца. Здесь у нас из косички и из соединения. И из косички поднимаем, и из соединения. И остается нам поднять петлю из косички. Теперь 2 петли перебрасываем на правую спицу. В центре у нас получается вот центральная петля, она лицевая, и слева от нее 2 лицевые, и справа от нее 2 лицевые. Лицевую и изнаночную за переднюю стенку. Чередуем лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом чередуем до места там, где мы, когда вязали резинку, делали прибавки. Вот до этого места. Так, дошли до места, где мы делали прибавки. И теперь смотрим. Нам нужно, чтобы получилось так, что мы провязываем лицевые, изнаночные, изнаночные и вот здесь лицевая. То есть мы отсюда начинаем считать лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И здесь у меня провязана лицевая. То есть получилось все верно. Если вдруг какой-то петли не хватает, можно откуда-то взять и поднять, чтобы вот получилась эта симметрия, этот узор. То есть провязываю лицевая, следующая изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. Здесь я изнаночную провяжу за заднюю стенку, следующая лицевая, изнаночная за заднюю стенку, лицевая, изнаночная за заднюю стенку, лицевая. И далее у нас здесь соблюдена симметрия за счет тех прибавок, которые мы делали в предыдущем ряду. Проверяем изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так продолжаем чередовать. Здесь мы провязали изнаночную, далее вяжем лицевую и изнаночную. Здесь уже мы провязываем изнаночную за переднюю стенку. И далее до маркера мы продолжаем чередовать лицевой и изнаночную петлю. В центре у нас получается вот центральная петля, она лицевая. И слева от нее 2 лицевые, и справа от нее 2 лицевые. Так, здесь у нас изнаночная петля, следующая у нас лицевая,
Здесь снизу поднимаем петлю, перебрасываем на правую спицу. Вот таким вот образом разворачиваем и провязываем изнаночную. Далее лицевая, поднимаем петлю с нижнего ряда, вот она, набрасываем на правую спицу, разворачиваем и провязываем изнаночную. Следующая лицевая, поднимаем с нижнего ряда, разворачиваем и провязываем изнаночную. Далее лицевая, снова поднимаем с нижнего ряда, разворачиваем и провязываем изнаночную. И далее по узору продолжаем вязать. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. И таким образом, если мы посмотрим, то у нас идут вот дорожки лицевые, и здесь лицевые. Вот средняя петля, слева и справа изнаночные, потом лицевые, изнаночные, и далее чередование лицевых и изнаночных петель. Я провязала резинку 1 на 1 на необходимую мне высоту, у меня получилось 6 рядов, и дальше приступаю к закрытию петель. Закрывать петли буду эластичным способом. В предыдущем ряду лицевую я провязывала вот так, и изнаночная у меня была провязана за заднюю стенку. И закрывать петли при этом будем следующим образом. Следующая у нас идет лицевая петля, и делаем накид к себе. Далее провязываем лицевую и накид сбрасываем. Также сбрасываем предыдущую изнаночную петлю. Далее идет изнаночная петля, накид делаем от себя, провязываем изнаночную за заднюю стенку, сбрасываем накид и предыдущую петлю. Повторяем. Накид на себя, провязываем лицевую, далее сбрасываем накид и сбрасываем предыдущую петлю. Далее идет изнаночная, накид делаем от себя, провязываем изнаночную и 2 петли сбрасываем. Так, следующая у нас идет лицевая, накид на себя, провязываем лицевую и 2 предыдущие сбрасываем. Далее изнаночная, накид делаем от себя, провязываем изнаночную, сбрасываем предыдущие 2 петли. И далее повторяем. Если у нас идет следующая лицевая, мы накид делаем на себя. Если идет изнаночная петля, то накид от себя. Еще раз провяжем. Лицевая, 2 предыдущие сбрасываем. Следующая у нас идет изнаночная, накид делаем от себя. Провязываем изнаночную и 2 предыдущие петли сбрасываем. И так вяжем до конца ряда. Довязали до конца, и теперь можно спрятать хвостики. С этой стороны я
подвожу крючок, захватываю оставшуюся петельку, ввожу с изнаночной стороны, разворачиваю и вот так прячу хвостик. Так, с лицевой стороны все, ничего не видно, и прячу хвостик изнутри вдоль дорожки из лицевых петель, вот таким вот образом. Так, так и так до низа. Могу еще пройтись вот таким вот образом, чтобы же хвостик не выскочил. Все есть, и будет достаточно просто ниточки обрезать. Так, все, и вот такой аккуратный край получился. И вот так выглядит эластичная резинка. Она хорошо тянется, и край получается не стянут. Как раз то, что и нужно. На горловине я точно так же нить прячу по дорожке лицевых петель, но смотрю, чтобы именно эта дорожка была с изнаночной стороны. Вот если наши здесь прибавки идут, горловина, мы отворачиваем, и прячутся ниточки именно с изнаночной стороны.